Хочу всех поприветствовать. Сегодня покажу и расскажу, как мерять мосфеты. Сделаю это все на примере RFZ44. Как раз получил вот этот пакетик недавно. И покажу, как все это проверять. Схематически я изобразил. Я знаю, что многие из вас скажут, что мы это все делать умеем. Но я думаю, что на моем канале много новичков, которые это не умеют. И им это будет интересно. И может из тех, кто это все знает и умеет, также будет что-то полезное и интересное из моего видео, а может быть они что-то подскажут мне в комментариях ниже под видео. Если вы не подписаны еще, подписывайтесь на канал, а мы давайте продолжать. В сегодняшнем видео я буду мерить при помощи мультиметра. Мультиметр подойдет любой, неважно, дешевый, дорогой, вообще любой, и даже если он стрелочный. В одном из следующих видео я покажу свой другой тестер, в котором в роли индикатора применяется всего лишь обыкновенный светодиод. И тестер очень простой, имеет всего лишь несколько деталей. Сегодня мы о нем не будем, а давайте как мерять тестером. Сначала надо посмотреть на изображенные схемы. Вот N-канальный MOSFET, вот P-канальный MOSFET. Они как бы являются противоположность одно другому. Если кому интересно более подробно о том, что такое MOSFET, я ссылку дам ниже под видео. Можно зайти на сайт статьям, можно посмотреть также видео. Ну а нам, чтобы проверять, нужно минимальное знание. Итак, давайте посмотрим на схему. Есть один вывод, который называется затвор. Есть вывод, который называется исток. И есть вывод сток. И если присмотримся, затвор изолированно находится от всех выводов. Видите, здесь есть промежуток. И также сток от истока изолирован. Единственное, что между стоком и истоком включен диод. В N-канальном в этом направлении, в P-канальном в обратном направлении. Нам для проверки как раз и нужно знать, что здесь есть диод. Поэтому если мы будем проверять обыкновенным прибором в режиме прозвонки диодов, то у нас он должен показать между стоком и истоком. В обратную сторону нет. Но здесь есть еще другая особенность. Кроме того, что диод должен показать, затвор у нас изолированный, но он очень сильно влияет. Но как? Вроде бы как изолированный, но мы можем представить, что это конденсатор. Одна пластина конденсатора и другая пластина конденсатора. Вторая пластина конденсатора – это наш канал, который на транзисторе, если сюда не подано напряжение, закрыт. Он не должен проводить. И теперь, если мы сюда прикоснемся нашим прибором, а так как там присутствует напряжение в зависимости от того, как мы повернем щуп, или минус, или плюс, то мы или закроем, или откроем транзистор. Но раз это конденсатор, он может накапливать заряд. И вам скажу, что это очень хороший конденсатор. Я его испытывал. Он этот заряд может держать сутками. Даже не сутками, а неделями. И если сюда подать этот заряд, то транзистор наш будет открыт очень долгое время. Можете потом поэкспериментировать со своими транзисторами. Итак, давайте приступим и посмотрим это все на практике. Маленькое отступление, пока я достаю транзистор. Если кто-то занимается электроникой, радиодеталями, торговлей радиоэлектроникой, можете обращаться. Ссылка вы найдете в мой почтовый ящик под видео. И можем договориться, я вас прорекламирую. Итак, я достал вот один транзистор. Как схематически изображен этот транзистор, давайте посмотрим на рисунок с одного из прошедших видео. И вот у него затвор. Это левый вывод, сток посередине и сток справа. Ну, это в моем RFZ44. И давайте мерять. Включаем прибор. Включаем на прозвонку диодов. У вас это может быть включаться по-другому. Найдете на своей шкале, где у вас обозначен диод на вашем приборе. У меня еще параллельно с прозвонкой диодов здесь также контролька. Можно проверять соединение. Видите, вот просто я замыкаю и на слух. Для чего в некоторых приборах сделано такое звуковое сопровождение. Не всегда удобно, когда вы что-то замеряете, допустим, какие-то контакты, если между ними соединение, не всегда удобно смотреть на шкалу прибора. И все это можно как бы на слух. Давайте посмотрим, есть ли у нас внутри нашего MOSFET этот диод. Я касаюсь сейчас минусовой. Минусовой это у меня черный, плюсовой красный. Итак, я минусовым коснусь нашего стока, а плюсовым нашего истока. И как видите, диод должен открыться и прибор на что-то показать. Я не буду касаться центрального, потому что радиатор это тоже центральный, у меня так. И вот наш исток. Смотрите, падение напряжения на диоде 0,567 вольта.
В обратную сторону. Ничего. Диод наш закрыт. Вот эта часть у нас уже работает. Теперь давайте попробуем посмотреть, что у нас, как показывает затвор относительно стока и относительно истока. Я ставлю плюс на затвор. Сток. Ничего. Исток. Ничего. Теперь опять давайте попробуем посмотреть наш канал. Помните, здесь был диод. Показывало 0,5 вольт примерно. Давайте теперь опять посмотрим. И смотрите. Звучит звуковой сигнал. И у нас падение напряжения равно нулю. Практически короткое замыкание. Давайте в обратную сторону. Тоже короткое замыкание. Что произошло? Транзистор замкнулся между стоком и истоком. А все очень просто. Как я вам и говорил, сработал вот этот вот конденсатор. Затвор и канал. Сейчас на затворе находится заряд. Когда я проверял плюсом, последний раз я касался затвора, а минусом касался истока, вот так, то я зарядил наш конденсатор. Теперь этот заряд держится. И, как я уже говорил, он будет держаться сутками и даже неделями. И как же теперь закрыть наш транзистор? Просто нужно убрать с затвора заряд. Это можно сделать разными способами. Можно просто затвор замкнуть на другую ножку. Можно поменять щупы. На затвор подам минус, а на исток подам плюс. Транзистор у нас закрылся. И теперь показывает только диод. В вот этом направлении, в обратном он будет полностью закрыт. Теперь я зарядил, канал открылся. Транзистор наш рабочий. Итак, еще раз повторим, что нужно проверять. Нужно проверить диод между стоком и стоком в одном направлении, как я сейчас держу, он закрыт, вот так открыт. Покажет падение напряжения. Теперь между затвором и истоком не должно быть контакта, очень большое сопротивление. И между затвором и стоком также большое сопротивление. Ничего не будет показывать. В обратную сторону тоже. Но если мы возьмем минус, поставим на исток, а плюс поставим на затвор, мы заряжаем наш конденсатор и канал открывается. Теперь если мы возьмем так, то наш транзистор, он будет открыт. И последнее, что нужно проверить, что наш транзистор еще закрывается. Меняем щупы. Плюс на исток, минус на затвор. И теперь если мы так возьмем, то наш транзистор будет закрыт. Единственное, что будет показывать наш диод. В обратную сторону он будет полностью закрыт. Все, очень простая проверка. Вы спросите, как проверять P-канал? P-канал проверяется все да наоборот. То, что я вам рассказал, только в обратном порядке. Теперь он этот открывается не плюсом, как здесь на затворе, а минусом. Вот так. И также закрывается наоборот плюсом. И диод показывает также в обратное направление. Ну, P-канальные транзисторы встречаются намного реже. Чаще вы будете сталкиваться с N-канальными транзисторами. Надеюсь, что это видео вам было полезно. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Следующее видео, я надеюсь, что будет про контрольку, которая у меня сделана на диоде, также для прозвонки транзисторов. Она еще проще. Ну и не забывайте ставить лайки и делиться этим видео. А также пишите комментарии, чтобы больше людей могло увидеть это видео. А на этом всем пока.